Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или что скоро произойдет, а возможно и неожиданно. И совсем уже скоро чего ждать или что вас ждет, так тоже может быть, как события и обстоятельства, которые происходят вокруг вас, повлияют на вашу жизнь. Давайте с вами узнаем. И первая колода — 78 дверей. Принципиальное значение имеют открытые двери или закрытые, каковы ключи. Куда-то, может, и сами не пойдем. Вот давайте узнаем. Достанем на этой колоде 3 знака судьбы, 3 карты. Потоковая информация без вопроса. О чем нам поведают карты? Что они дадут как подсказку вам? Может быть, себя как на что-то сориентировать, да? Итак, 3 знака судьбы для знака зодиака Девы. Может быть, какие-то, правда, важные решения вам придется принимать в определенных сферах жизни. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. Что ждет Деву, да? Что там случится? Но основная все-таки карта, раз уж мы заявили, именно что же произойдет. Может быть, это как главное событие, кульминация какая-то. Что произойдет, что случится? Неожиданные события. С чем или с кем это будет связано? Может быть и информация, а может быть и конкретная персона. И как причина и следствие, к чему же это все идет или зачем все это было нужно. И достанем по одной карте по основным сферам жизни. Что ждет Дев с 1 по 10 февраля? Любовь, личная жизнь. Что ждет Дев в финансах с 1 по 10? И работа, ваши достижения, документы, согласования, важные встречи, у кого-то учеба, словом, у кого что. Итак, первый знак судьбы. Ну, как будто заждались. Может быть, это какая-то прежняя договоренность, да, была? Или вы на что-то рассчитывали? Явно что-то не идет так, как вы бы этого хотели. Или как были договоренности. Вы какую-то работу проделали, но она не принесла ни морального удовлетворения, ни финансов, как будто воз и ныне там. Сидим, ждем. Ладно, с чем это связано? У кого-то конкретная финансовая тема, которая требует решения, да, и тут так наскоком не получится, верховная жрица. Слушайте свою интуицию, мои дорогие девы. Все ситуации 2025 года подводили вас, ну и сейчас где-то еще начало. У нас 4 февраля Уран переходит в прямое движение и остается в знаке Телец. Вы, как и Тельцы, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Вы можете этот транзит ощущать более остро. Как будто это последний заход Урана, и он закончится уже в прямом движении 26 апреля. Но до 4 февраля это еще обратное движение. И значит, с чем будут связаны события? Какие-то прежние вопросы, которые стояли как раз на паузе, мы здесь можем решить. Или может что-то проясниться. Но ваша задача как будто войти, вписаться в этот режим или вписаться вот в этот поворот судьбы, который будет либо ускоряться, либо что-то проясняться уже после 4 февраля. Вот вам нужно сделать как-то элегантно. Примите к сведению, вот с учетом этих карт, явно есть какие-то нерешенные вопросы. И может быть решение, оно, знаете как, ни в какие ворота не лезет, не поддается ни логике, ни здравому смыслу, а интуиция вам дает подсказку. Слушайте свою интуицию, потому что, знаете, это как своего рода миссия какая-то. И вот никто не видит выход, да, из создавшегося положения, а вы видите, знаете. И тут не совсем что-то такое, знаете, холодное, жесткое, рациональное, а именно то, что едва уловимо, то, что вы чувствуете. Ведь вы мастера-аналитики. Так что же это такое за знак судьбы? Ну, конечно, интуицию нужно от внутренних страхов каких-то, понимаете, отличать. Тут может быть такое состояние, когда вы с кем-то не сумели договориться, может быть так. Или есть какой-то камень преткновения, и он вас держит именно в заперти. Ну, это внутренний страх, а вдруг это еще раз повторится. Поэтому нам-то карта говорит, это не повторится. Поэтому тут и именно интуиция, а не какая-то ненужная глубокая философия на мелком месте. Более
С одной стороны аналитически, с другой стороны рационально. Но вот посмотрите, есть явно какое-то ожидание, есть какая-то тема, которая все время не решается. Мои дорогие девы, я все же больше вижу, что в этом знаке судьбы вам как будто пора действовать, причем очень так аккуратно. Вот обратите внимание, человек показывает фокусы, это он сам себя погрузил в куб. Да, мы спрашиваем, открыты двери или закрыты. Но вот закрыта дверь, да, и мы не можем решить какой-то вопрос. Для верховной жрицы закрытых дверей в принципе нет. Это, кстати, карта независимого человека. И здесь-то девушка нам изображена, она сама глаза закрыла. Ей кажется, то, что я думаю, сейчас я увижу в реальности, и, о, ужас. На самом деле этого нет. Аркан повешенный будет говорить еще и о том, что несколько подзадержался человек на глубине. Всплывай давай, иначе игра какая-то может стать опасностью. И обратите внимание, все пришли посмотреть, наблюдают, за вами могут наблюдать, может быть, я такое и не исключаю. Но, мои дорогие любимые девы, ни один из этих зрителей не придет на помощь, если этот фокус уже не фокус, а что-то пошло не так. Вот эта карта старшего аркана именно в этой колоде заставляет задуматься. А так ли уж мне нужно? Как будто отгораживаться, да, от чего-то. Или как будто что-то демонстрировать. Да нет. Тут один, вот посмотрите, тот, который человек нам изображен ближе. Ну, такое жесткое, непримиримое, неприятное лицо. Вот даже вот такие люди могут быть в вашем окружении, а куда без них? Они всегда будут встречаться, к сожалению, в нашей жизни. Но, может быть, это, знаете, чья-то игра, которая вот, вас, ну, где-то так цепляет на эмоции, и вы хотите отгородиться от этого. Тогда это будет только иллюзия. Ну, давайте еще одну карту. Так это что это за зависшая ситуация? Неожиданно. А тут, знаете, справишься, не справишься. За вами точно кто-то наблюдает. Вам точно нужно что-то продолжать. Не устраивайте, правда, мои дорогие любимые девы, глубокую философию. Она вам будет изрядно мешать. Вот будьте как этот мастер. Вот посмотрите, выбивают тату, голова архара у молодого человека на спине. Да бог его знает, чем он руководствовался, чтобы себе такую тату изобразить на спине. И девушка-неформалка, которая наблюдает, да, дверь закрыта, но она стеклянная. Мастеру все равно, кто там что думает клиент. Ты платишь деньги, как будто твое желание для меня закон. Хочешь архара, пожалуйста, хочешь там еще что-нибудь, я тоже тебе изображу. И нам девушка где-то в стиле этого молодого человека, неформалка, тоже. Может быть, она ехидно улыбается, ага, вот обозначил типа себя. А может быть, она наблюдает за работой мастера. Вот настолько все равно и фиолетово, кто что думает. Вот вам все карты об этом. Вас какая-то ситуация именно из-за каких-то предубеждений держит, а интуиция дает подсказку уже как будто в другом направлении. Ну, нужно выходить из какого-то фокуса. Это знаете, как кто-то нам бросает вызов, а мы словно, может быть, это и словесная дуэль, а мы как будто подняли эту перчатку и включились в чужую игру. Вот надо выходить из чужой игры. Второй знак судьбы. Вы хотите быть харизматичным лидером, который именно миссия, мои дорогие, на заднем плане Стоунхендж. Вы одни знаете, как правильно разрулить какую-то ситуацию, но по какой-то причине вы сомневаетесь в себе. Или вы для себя какую-то многозадачность поставили, что вот я сначала сделаю вот это, а потом уже я буду думать про что-то другое. А тут нам карты наоборот говорят о том, что ты именно как руководитель. Ты команды, приказы отдаешь, а работают другие, потому что часто ведь по этой карте вы слышите в моих прогнозах, что да, советы нам дадут, но делать это за нас не будут. Конечно, двояко. Тут может быть и человек, который участвует в решении того или иного вопроса. Но тогда, мои дорогие девы, доводить до ума придется вам. Я на этой неделе опубликую гороскоп на февраль. Вот следите за публикациями в сообществе. Поэтому, знаете, кульминационная такая фраза для дев на февраль. Не все должно быть под контролем. И это нормально. Я создаю пространство для прогресса, а не для совершенства. Не доводите что-то до совершенства.
Может быть, и придется что-то бросить на полдороги. Может быть, потом к этому вернуться. Но явно с 1 по 10 есть какие-то совершенно более важные дела. А мы вот так вот подзастрянем и упустим какую-то возможность. Будьте руководителями. Ну и где-то отшельник тоже можно объединить все то, что мы сказали. Хоть и говорят, один в поле не воин, но а тут и воевать как будто не нужно. Отшельник, он, ну, знаете, очень такая независимая тоже карта. У вас две независимых карты, три даже, да? И он идет своим путем. Отшельника невозможно купить. Его невозможно купить на ласковые, приятные речи. Ему невозможно замылить глаза, ведь он философ, он все видит, знает. Его точно так же на какие-то колкости или не очень приятные фразы, да тоже невозможно расстроить. Ему все равно. Он идет своим путем. Вот это как знак судьбы объединяет все то, что я сказала. Вот у вас свой путь, своя миссия. По факту вам никто сейчас не мешает. Очень люблю эту карту, потому что никто не мешает. Но это вам, ну, как кажется, вот в вашем представлении именно так. А тут что-то явно не нужно, ну, знаете, может быть, и участвовать, а может быть, и не нужно контролировать. Потому что вы думаете, контролируете, а тем самым вас кто-то затягивает именно в свою игру. Вот подумайте над этим моментом, над этими знаками судьбы. Так что же там произойдет? Ну, наверное, приготовьтесь к тому, что какие-то важные документы, согласования вы сейчас должны как организовать свою собственную жизнь несколько иначе. Но точно так же я могу сказать, что случится, произойдет какие-то законы или высокопоставленные лица, важные персоны в вашей жизни. Может быть, до этого момента и не был этот человек, и неважно кто, тут и может быть и женщина. Это ведь статусная карта. Вот у вас задача сменить даже статус, я бы сказала, задуматься всерьез о карьере. Потому что, да, вы тут какие-то мелкие дела, вопросы увязли как будто в них. А на кону именно, не побоюсь опять же, какая-то ваша миссия. Тут разумные решения. Договариваться, конечно, придется. И не будьте непримиримым императором. Мы ведь часто говорим по карте император. Есть два мнения, мое и неправильное. Да? Ну, конечно, это шутка. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля правды. Будьте гибким императором. Так вот, гибкий император, он знает. Есть две ипостаси, на которые мы не влияем. Людское мнение– раз. И обстоятельства вокруг нас– это два. Поэтому готов император мудрый корректировать свои планы, мелкие, чтобы какая-то верховенственная цель была достигнута. У вас много очень добрых энергий, очень сильных энергий, но вот приложить их как-то очень грамотно нужно. Так что же там в неожиданностях? Колесо фортуны, еще один старший аркан. Всегда с этой картой нам фортуна помогает. Да, где-то карта говорит, не упусти момента. Ведь колесо, оно как будто идет наверх, достигает верхней октавы или высшей октавы какого-то, ну, верховенственного состояния или пика возможностей, а потом неизбежно будет спад. Вот когда карта выпадает, это колесо идет наверх. И иногда, когда это именно карта колеса фортуны выпадает, у вас может создаться такая ситуация с 1 по 10, когда нужно оставить какие-то мелкие дела и включиться в более важный вопрос. И это будет для вас неожиданно. К чему все идет? Еще один старший аркан, мои дорогие. Миссия от начала до конца. Причем две карты– карты власти. Я где-то говорила еще по знакам судьбы. Командовать, да? Руководить тут нужно. Причем такое мудрое руководство. Вот смотрите, отшельник– независимая карта, иерофант где-то тоже. Иерофант– это учитель. Это вы можете кого-то учить, как наставлять, да, причем так мудро, опять же, да, иерофант. По иерофанту у нас идут традиции и система. И по императору тоже, как и организация, так и сама по себе система иерархии. Может быть, вы будете подписывать или обсуждать, договариваться, может быть, и узнавать, как в отношении вас работает закон. Скучать будет некогда, но тут что-то очень важное у вас на кону. Причем
Вполне вероятно, это только начинается, потому как, когда выпадают старшие арканы, не всегда они вписываются в те наши регламенты, временные рамки, которые мы устанавливаем для наших видео. Это у судьбы своя как дорожка, понимаете? Или какой-то свой путь. И у вас своя миссия. Но здесь упрочить свое положение, укрепить, решить вопросы как и по работе, так и в личной жизни, вопросы, касаемые финансов, вашего статуса. Ну вот 3 старших аркана, они могут проигрываться в любой сфере жизни. Не упустите возможность, но нужно действовать по закону. Может быть так. Не рисковать где-то собой. Не участвовать, раз уж мы говорим, старшие арканы, вот в какой-то белиберде мелкой, которая вас может затянуть на глубину. Или украсть ваше время. Не позволяйте этому. Что ждет в личной жизни? Ну, вот в личной жизни почему-то семерка мечей. Ну, может быть, ведь иногда мы называем это карта вора, да? Будьте внимательны к паролям аккаунтов, будьте внимательны к сумочкам, портмоне, карманам, может быть, тоже, да? Ну, хоть и не прописано это значение, но все равно вот какая-то хитрость тут прописана. Как-то не крути, правда? Вот смотрите, замечтаться нельзя. Поэтому, исходя из какой-то многозадачности, в которую вы явно уже вошли, как будто там, может, кто-то успел увязнуть даже, да, а уставшие люди делают ошибки, а для вас вот нельзя, как и нельзя включиться в те дела, которые, ну, не имеют ни толка, ни смысла, ни продолжения. Или, может, вы и думаете, надо контролировать. Да не надо контролировать, тут что-то надо себя как будто в другое направление, ну, направлять, да. И вот в этой колоде у нас сидит вот такая красотка с павлиньим еще пером. И так это игриво улыбается. И девушка, да, глазки закрыла, головку положила на плечо своему спутнику. Все хорошо. А спутник, он глаз горит, глядя на эту красотку, и уже как какая-то вот алхимия. Вы правда можете чего-то не видеть. И пусть это на личную жизнь, не обязательно это про любовь. Почему мы эту карту часто оцениваем, что, ну, буквально будь внимателен, чтобы у тебя из-под носа что-то не увели. И не идет речь даже о близких, да, это в целом, а какое-то окружение ваше ближайшее, друзья, коллеги, соседи. Тоже это где-то мы можем к личной жизни, взаимоотношения в целом. Но вот здесь нельзя замечтаться. И я говорила по аркану повешенной, как будто я пронаблюдаю, да, вот этот человек, который, ну, такой не очень приятный, жесткий. Тут чья-то игра именно, тут именно игра, которую вы не видите. Что это? И опять же, 2 карты, которые у вас повторяются. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Ну, может быть, и работать надо над отношениями, может быть, и прояснять что-то, да, не значит, что контролировать. Ты тут не уконтролируешь. Мы можем думать, что мы контролируем, а на самом деле это мы что-то себе представили и уверены, что мы именно контроль должны осуществлять вот в этом направлении, а существует еще другое направление, а там нашего внимания нет. Понимаете? Вот такой очень вибрирующий момент, когда нужно понимать, чем заниматься. Может быть, для кого-то из вас работа на дому. Вполне такое могу предположить. Но все же, может быть, и есть какие-то темы, которые вам нужно прояснить. Причем так спокойно, хладнокровно, без эмоций. Но я такое могу допустить. Может быть, это и вам показалось, да? Вот я все-таки такое допускаю, что кто-то там плетет интриги. Так что это такое? Вы знаете, у кого-то просто-напросто. Может быть, это не касается именно личной жизни, а взаимоотношения с тем человеком, с которым прежде вы были как на короткой ноге. Или это действительно кто раньше был вхож в ваш дом, или вот буквально соседи, или какой-то контакт, который о вас знает чуть больше, чем следовало. Может быть, именно с этим человеком у вас был конфликт, и тогда работать, да, нам приглашают. Значит, нужно даже недругов как минимум нейтрализовать, а то и превратить в друзей. Какую-то пировую победу нужно переложить в настоящую победу. Быстро это сделать не получится, но центральная карта говорит о том, что и это ты сумеешь
как-то красиво переиграть, преодолеть или не создать новых каких-то недругов. Может быть и так. А если мы так вот даже от конфликта какого-то, пусть это правда, даже иногда бывает в делах семейных, ну, повздорили, ну, не поняли друг друга, все-таки мы люди разные. Мы тут таких жахов себе нарисуем, что нам кажется, это уже даже на белый свет не похоже. А на самом деле реальность какая-то другая. Поэтому не создавайте себе путаницу. Тут у кого-то могла быть путаница именно из-за ваших представлений. Вот этого я тоже не исключаю. Знаете, наверное, искренние разговоры. Они нейтрализуют или, по крайней мере, не утрамбовывают какую-то проблему, а помогают ее как на поверхность вынести. Когда она вот как на ладони, и мы можем рассмотреть, что это на самом деле было. И, может быть, махнем рукой и скажем: "Ну нет, вот здесь и я была не права или был неправ. Тут что-то я переборщил", как будто вот так. Что ждет в финансах? По части финансов какое-то будет известие. По тузу жезлов это всегда какой-то шанс, возможность. Может быть, как возможность заработать деньги. Но тут, да, старшие арканы. У кого-то из вас конкретно, да, я занят вот именно работой. Работой, может быть, на дому. Нет у меня тут времени смотреть, да, оглядываться, нет у меня времени с кем-то спорить. Но тогда даже, когда мы уходим от решения какого-то вопроса, все равно вот такая напряженка может создаться. Но тут у вас как будто по деньгам может быть прогресс. Что ждет деньгах деву? У кого-то на кону поездка, а у кого-то дополнительный доход. Причем по шестерке мечей карта заслуженного успеха. Может быть и какая-то сумма, которая какое-то время задерживалась, а здесь она может, ну, если вы буквально, может быть, получите, или получите известие, да, о том, что какой-то ваш вопрос денежный решается. Вот это я тоже не исключаю. Явно еще какую-то траекторию нам придется пройти с учетом шестерка мечей. Но ведь и для кого-то это правда вторичный доход или дополнительный заработок. Может быть напрямую, как на дому. Может быть и домочадцы с вами спорят, тебе это не надо. Или дают какие-то советы. И вам, может быть, на дому так сложновато работать. Для кого-то из вас где-то карты могут говорить, если правда, у кого работа дома, удаленная работа. Вам нужно обустроить свое место. Вот именно ваше место, где бы вы могли работать, творить. Ну, может быть, творчество ваше, почему нет? Как-то так надо его обозначить, чтобы и вам не мешали, чтобы и вы не мешали. Ну, может быть, где-то так. Все же мы все разные. Но на деньги тут какая-то перспектива, мои дорогие. Карта, конечно, говорит по шестерке мечей, что какой-то путь нам еще как будто предстоит пройти, ну, так, в сумерках. Все-таки человек, который отплывает от безжизненного берега, он очень расстроен. Ну, много явно там трудов было приложено, но вот так случилось, ничего не растет, уже какая-то безжизненная степь. Нет возможности по этой карте раскрывать свои таланты или находиться в конкретном месте. Может быть, это у кого-то правда смена работы, но когда вы не резко вот не рвете что-то, оставляете привычный доход и что-то пытаетесь дополнить, да, потому что 2 карты как раз на прогресс, на успех, они очень перспективные и очень добрые. Но что-то нам придется точно продолжать, потому что по этой карте, знаете, мужество определенное, но настойчивость, выдержка нам потребуется. И быть готовым к неожиданностям. Но эти все качества в вас присутствуют, мои дорогие, поэтому тут на финансы могут быть какие-то перспективы и возможности. И на дела, работу, бизнес, семерка жезлов. Смотрите, двое как будто спасают и себя, и свое добро от наводнения. Барьеры, да, вот такие вот выкладывают. В целом мы можем даже как карту совет. Не включайся во все подряд вопросы. Будет много людей, которые попытаются, чтобы вы один вопрос решили, второй, третий, пятый, шестой. И карта говорит, тебе в этом не надо участвовать. Мы много раз уже сегодня об этом с вами сказали, поэтому вам придется разделять. Куда вы приложите свои силы, свою энергию, свои знания и внимание, а от чего вам придется просто отказаться. Или, ну, вот где-то это свести к нулю. Так что же это на достижение?
Ну, вот еще одна карта. Смотрите, вот 2 или одна помеха, но она явно у вас в той или иной степени у каждого присутствует. Карта искаженного восприятия. Может быть, это мы в рамках собственных предубеждений находимся, но это здорово мешает. Мешает такому волшебному прогрессу. Поэтому кто-то скажет: "Ничего я делать не буду. Ничего я тут не буду не договариваться, не искать какие-то пути и выходы, да, или входы, наоборот, кто знает". Но вот искаженное восприятие, вот обратите внимание. Девочка нам как будто температурище, да, гипертермия. Ну, вот кто и температурил, я думаю, хоть раз в жизни с такой высокой температурой. Нам все видится в каком-то искаженном свете. И вот поэтому карта так вот красноречиво, да, прорисована и говорит: это тебе вот именно что-то кажется. Но ты это можешь разводить уже как для себя какое-то табу или догма. И это на достижение, понимаете? Вам тут действительно что-то мешает. Что же это? А на кону, посмотрите, мир. Договариваться придется. Тут у вас какой-то итог. Опять же, какая-то миссия, старший аркан. Где-то карта будет подсказывать, что не должно быть конфликта. Кстати, у кого-то будет, пусть на личную жизнь. Но, значит, по работе может быть такая острая какая-то болезненная ситуация, вы ее принесли домой. Вот эти мысли вас дома не оставляют 24 часа в сутки. Может быть, вы и дома, но думаете о работе и о каком-то конфликте. Но у вас есть возможность все нейтрализовать. Я много раз это говорила. От вашей дипломатии какой-то волшебный итог для вас будет зависеть. Миссия, мои дорогие. Буквально мир, порядок, гармония. Мы все этого ждем. Может быть, организация как-то по-другому в вашей жизни. А может быть, это что-то более такое значимое, высокое. Популярность, мои дорогие. Потому что по аркану мир идет популярность. Это как, знаете, если аркан новый статус, да, мы сказали император, а по миру это общая известность. Может быть, где-то карта будет даже больше говорить. Ну, к примеру, надо о себе заявить. Причем это не имеется в виду вот так вот прямо с нажимом. Нет, но как будто ваше время приходит, мои дорогие девы, выйти на авансцену. И здесь возможно все. Не ставить перед собой вот этих рамок, и тогда, пожалуйста, кто хочет власти, в принципе, да, мы можем это получить. Кто хочет заработать денег, тот тоже может это получить. Какая-то перезагрузка с 1 по 10. Но итог, это есть к чему стремиться. Пусть даже если какой-то период, вам еще словно потребуется и настойчивость, и мужество, но вы его получите. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за ваши добрые душевные комментарии и искренние. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.